Всем привет! Перекись водорода является одним из тех лекарственных препаратов, которые есть практически во всех аптечках как дома, так и на производстве. Перекись водорода, или иначе пероксид, является дешевым, действенным, простым в изготовлении и нетоксичным лекарственным средством. Иногда в семьях с детьми часто возникает вопрос: а что будет, если выпить перекись водорода? Перекись водорода – одно из самых популярных средств первой помощи, но человечество никак не может остановиться на уже известных эффектах H2O2. То перекись предлагается использовать для лечения всего на свете, включая рак, то утверждается, что даже для промывания ран перекись не подходит в силу своей полной бесполезности. Давайте разбираться вместе, что может и чего не может перекись водорода. Какая бывает перекись водорода? Перекись водорода используется в виде раствора, выглядит как бесцветная жидкость и имеет горьковатый вкус. Разные его концентрации предназначены для различных целей. 3% раствор используется как антисептик, 6-12% концентрация применяется для обесцвечивания волос, 35% жидкость для дезинфекции упаковок продуктов питания на производстве, 36% и более для отбеливания тканей и других целей. Если вы хотите использовать перекись водорода в медицинских или санитарных целях, подойдет только 3% раствор. Именно он предлагается в аптеках, так как проходит необходимую очистку, тогда как технические варианты даже в разбавленном виде могут не дать желаемого эффекта и даже привести к ожогам и другим нежелательным последствиям. Известный народный целитель Неумывакин не отрицает возможности применения традиционной медицины в чрезвычайных ситуациях, но для естественного исцеления, по его мнению, достаточно использовать минимальное количество лекарств, пить много воды, а также использовать дары природы, лекарственные травы, корни, цветы и чистый воздух. Метод очищения организма перекисью водорода был описан ученым Неумывакиным даже в его книге. При использовании перекиси водорода внутрь она действует так же, как и при наружном применении, уничтожает бактерии, большинство из которых наносит вред здоровью, так как являются причиной большинства распространенных заболеваний. Чтобы эффект очистки был максимальным и не вызывал нежелательных реакций, необходимо строгое соблюдение дозировки и частоты приема перекиси водорода. Польза от применения перекиси водорода в домашних условиях. Ежедневное потребление перекиси водорода обогащает организм порцией атомарного кислорода, что улучшает процессы клеточного метаболизма и регенерации, считает Иван Неумывакин. Это происходит следующим образом. Попав в организм, перекись вступает в химическую реакцию с ферментами желудочно-кишечного тракта. В результате она расщепляется на атомы водорода и кислорода. Эти компоненты доставляются через систему кровообращения ко всем внутренним органам. Чем больше в организме поврежденных клеток, избытка холестерина, токсинов и шлаков, тем ярче реакция на очищение. Атомарный кислород способствует удалению посторонних агентов, паразитов, бактерий и мертвых частей тканей. Неумывакин. Применение перекиси водорода. Очистка перекисью водорода полезна, если дерматологическое заболевание, сахарный диабет, нарушение работы нервной системы, сердечно-сосудистая патология, хроническое респираторное заболевание, инфекционные инфекции дыхательных путей. Процедура проводится с профилактической целью, чтобы предотвратить развитие различных заболеваний и улучшить общее самочувствие. Промывание ран перекисью водорода. Антисептическое и заживляющее свойства перекиси водорода для обработки ран неоднократно подвергались сомнению. Например, ее действие на микроорганизмы ограничено. Те из них, кто умеет вырабатывать каталазу, не подвержены токсическому действию перекиси. На данный момент известно, что обработка ран перекисью повышает пролиферацию кератиноцитов, их миграцию и реэпителизацию,
то есть активирует процессы размножения клеток эпителия и восстановления целостности кожи, причем перекись водорода 1,3% концентрации способствует заживлению раны. Но с повышением концентрации раствора активность кератиноцитов снижается и заживление ухудшается. Наибольшей активностью перекись обладает против грамположительных анаэробных бактерий, например, к ним относится возбудитель столбняка Clostridium tetani, некоторые стрептококки и в частности пневмококки. На фоне активного образования кислорода активизируется тромбин, фермент, запускающий процесс превращения белка фибриногена в фибрин. Именно фибрин составляет основу кровяного сгустка, который необходим для остановки кровотечения. Этим объясняется кровоостанавливающее действие перекиси. Полоскание рта перекисью водорода. Стоит ли использовать перекись для полоскания рта в домашних условиях? Вряд ли. Для полоскания не рекомендуется использовать более концентрированный, чем 0,25–0,3% раствор перекиси. Бактерицидная активность такого раствора довольно слабая, а более концентрированные растворы могут привести к ожогам слизистых. Глотать их категорически запрещается. Закапывание перекиси в ухо. Это популярная процедура для очистки ушей, которая применяется в следующих случаях. При скоплении ушной серы. Перекись эффективно размягчает ушную серу, действуя не хуже, чем специальные препараты для очистки ушей. При отитах перекись позволяет очистить ухо от гноя и отмерших тканей и при этом оказывает слабое бактерицидное действие. Введение перекиси водорода в вену. Ученые прежде всего указывают на то, что концентрированный раствор перекиси водорода, введенный в кровеносный сосуд, может привести к гибели человека. Бурное образование молекулярного кислорода значительно повышает риск развития эмболий, закупорки кровеносных сосудов. Это неизбежно приведет к нарушению кровоснабжения данного участка. Степень тяжести последствий будет зависеть от того, где именно произошла закупорка кровяного русла. Но и введение в вену разбавленной перекиси водорода в концентрации 0,03% опасно для здоровья. Ученые указывают, что даже своя H202, которая производится собственными макрофагами организма, неактивно действует на НК-лимфоциты. Эта разновидность лимфоцитов уничтожает клетки злокачественных опухолей и клетки организма, зараженные вирусами. Уже один этот факт противоречит идее борьбы с раком при помощи перекиси водорода. В то же время какой-либо пользы от разбавленной перекиси ожидать не приходится. Какая бывает перекись в аптеках? В аптеках можно приобрести перекись водорода только в относительно безопасной концентрации. 3% раствор пероксида водорода для местного и наружного применения применяется для обработки ран и в разбавленном виде для полоскания горла. 6% раствор пероксида водорода. Его обычно используют для дезинфекции поверхностей, для белья, посуды, сантехнического оборудования и медицинских инструментов. Гидроперит – это соединение перекиси с мочевиной, которые продаются в виде таблеток. Его водный раствор обладает всеми свойствами перекиси. Для промывания ран в 100 мл кипяченой воды растворяют 2 таблетки. Это примерно соответствует 1% раствору обычной перекиси. Для полоскания горла в стакане воды растворяют 1 таблетку гидроперита. При этом получается примерно 0,25% концентрация. Концентрированная перекись физическим лицам не продается. На этом наш ролик заканчивается. Чтобы не пропустить следующее полезное видео, нажмите на колокольчик. До новых встреч!